Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, почему же нельзя освещать дом. И хотим назвать вам 7 причин, о которых вам надо обязательно знать. Очень важная и ценная информация, которую мы рекомендуем всем просмотреть от начала до конца, потому что в этой информации не знали и будете удивлены. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, это наш с вами энергообмен. Кто ставит лайк, тому деньги приходят легко. Давайте начнем с того, что освещение дома или квартиры – это особый обряд, с помощью которого вы можете изменить свою жизнь к лучшему и, что немаловажно, защититься от негатива, от многих программ, которые направляют ваши враги и недоброжелатели. Но существуют определенные причины, по которым этого делать не следует. Конечно же, вы будете удивлены, но вы знаете, вы должны понимать о том, почему нельзя освещать дом. И вы знаете, причина первая – это собака в доме. Дело в том, что в том доме или в той квартире, где обитает собака, вы должны понимать, что собака – это животное, которое может нарушать баланс энергии в доме и в то же время осквернять святыни и иконы, которые расположены в таком доме. Поэтому считается, что освещать такие помещения просто бесполезно, ведь собака никуда не денется, а своим присутствием она сводит на нет все приложенные усилия. Друзья, пожалуйста, не расстраивайтесь, но вы должны понимать, что мы с вами говорим правду, мы говорим вот с вами честны, поэтому если у вас собака в доме, пожалуйста, не переживайте и не расстраивайтесь. Просто подумайте о том, что вы можете сделать для того, чтобы в ваш дом не поступала негативная, разрушительная энергия. Итак, друзья, причина вторая – это вещи с тяжелой энергетикой. Любой предмет, помните, несет в себе информацию. И эта информация, эта энергия может накапливаться годами и может быть как положительной, так и отрицательной. Но есть вещи, которые невозможно выбросить. Ну, например, это может быть какой-то памятный предмет, это может быть какая-то памятная вещь. И, конечно же, человек не желает расставаться с этой вещью. И, вы знаете, все уговоры чаще просто махает рукой. А вы должны понимать, что освещение дома – это избавление от негативной информации и переписывание всей энергетики. Но если у вас есть вещи очень старые, то, конечно же, удалить с них информацию практически невозможно. Именно поэтому дом не стоит освещать до тех пор, пока в нем находятся такие вещи. Следующая причина, третья причина – это некрещенные домочадцы. Вы знаете, дом, который будет освящен батюшкой, не приблизит вас к религии и не даст вам никакой защиты, если вы не верите в происходящее. Тем более, если в доме находится человек, который не является сторонником православия. И в таких случаях ритуал освящения проводить не стоит из уважения к православной религии и к ее канонам. Также обращаем ваше внимание, что если человек, который проживает с вами в одной семье, он недоволен, он, возможно, не понимает, то, пожалуйста, или если хотите провести этот обряд, пригласить священника, то сделайте так, чтобы этого человека хотя бы на время проведения этого обряда в вашем доме не было. Желательно, чтобы несколько дней до самого обряда, в сам день обряда и после этого человека не было, чтобы он, знаете, вместо того, чтобы созидать, творить, он будет, наоборот, посылать программу разрушения в ваш дом. И, вы знаете, кто-то будет удивлен, а что так может быть? Да, вполне может быть, потому что, в семье бывает так, что муж и жена верит, а муж, он, знаете,
заядлый коммунист и считает, что ни в коем случае так не может быть. И на этом фоне, конечно же, возникают определенные проблемы. Далее, следующая причина – это несогласие кого-то из домочадцев. Вы должны понимать, что освещение вашего дома или квартиры – это дело сугубо добровольное и совершается только при согласии на то всех проживающих в доме. Если кто-то отказывается от такого обряда, возможно, ссылается на какие-то причины, стоит, возможно, повременить с освящением, ведь неверие и неприятие этого действия не принесет ни счастья, ни комфорта остальным членам семьи. И вообще научитесь оговаривать все моменты, которые происходят у вас в дома и происходят в вашей жизни, потому что очень часто бывает такая ситуация. Кто-то из членов семьи принял решение, вот сегодня, сейчас, все, нам нужно пригласить священника, освятить и так далее, и так далее. Вы должны понимать, что это не просто обряд, когда приходит священник с матушкой, читает молитвы. Это и вы должны сами подготовиться, в первую очередь. Все члены семьи присутствовать при этом обряде. Вы должны, возможно, вы обратитесь к батюшке, а батюшка скажет вам какие-то определенные нужные инструкции вам дать, где-то пост соблюсти и так далее, сделать генеральную уборку в доме. То есть это, знаете, вот трудоемкий процесс, вы должны об этом понимать. Следующая, друзья, причина, следующая – это покойник в доме. Дело в том, что обряд освящения нельзя проводить, если в доме умер человек и не прошло 40 дней после его смерти. Обряд стоит совершать только после того, как душа отправится на небеса и там предстанет перед высшим судом. Кто бы что бы вам ни говорил, но даже если вы пойдете в церковь и попросите, чтобы вам освятили, то, знаете, батюшка обязательно спросит и об этом моменте, и потому что они также соблюдают определенные правила, и также оговаривается и дата. Помните, пожалуйста, об этом. Поэтому, если есть покойник в доме, никогда вот этот обряд не будет проводиться. Помните, пожалуйста, об этом. Кроме того, еще один момент. Бывает такая ситуация. Дом в свое время, допустим, был построен или куплена квартира, и обряд освящения был сделан. Но прошло какой-то период времени, и, например, кто-то умер в доме, прошел какой-то период времени, и, возможно, вы на интуитивном уровне можете прочувствовать, что вам нужно освятить дом. Вы знаете, это не просто ваша интуиция, это вам высшие силы подсказывают, что пора перепрограммировать ваш дом на новые вибрации. Поэтому не стесняйтесь, идите в церковь и заказывайте. Но еще один момент, когда вы будете заказывать, найдите батюшка, который вам вот по сердцу интуитивно вот понравится. Знаете, очень часто бывает так, что батюшки молодые, и они вам просто, вот вы приходите, да, в святое место, и вот, ну не то все. А в один день пришли, прямо увидели, знаете, увидели человека, который светится, и вы поняли, да, вот этот человек будет проводить обряд освящения дома. То есть вот этот обряд, вы должны понимать, что не должно быть вот я захотел и все нужно срочно делать. Нет, это недолгий процесс, но в то же время вам нужно подготовиться и найти того священника и матушку, которые проведут именно этот обряд у вас в доме. Кроме того, сейчас очень модно приглашать батюшку, приглашать матушку, чтобы они делали этот обряд. И, возможно, вы замечали, что они делают этот обряд буквально за пару минут. Знаете, это так не должно быть. То есть это должен быть обряд, он очень долгий. То есть он занимает от 40 минут до 1,5 часа. В зависимости, как батюшка читает, какие молитвы, что он рисует на стенах и так далее. Это очень важно, поэтому когда вы будете приглашать батюшку, обязательно узнайте, как он делает этот обряд. Это очень важно. Далее, когда также не стоит освящать, когда в доме присутствуют представители другой религии или иного культа. Дело в том, что в доме
с вами могут жить не только православные люди, но и люди, которые поклоняются другим богам. И здесь ритуал точно проводить не стоит. И скажете, а как такое может быть? Но сегодняшнее дело в том, что у нас границы открыты, и люди могут выходить замуж, жениться с людьми разными, например, с теми же индусами, мусульманами. Здесь ничего плохого и кошмарного нет, но вы, если у вас в доме присутствуют люди других культур, обязательно спросите, потому что или оговорите какие-то моменты. В этом ничего страшного нет. Главное, чтобы это не стало конфликтом в вашей семье, и лучше обговорите до проведения этого обряда освящения. Ну и, друзья, причина 7, последняя. Никогда не стоит освящать, если в вашем доме с вами вместе проживает ведьма или человек, который практикует магию, потому что мы должны понимать, что в таком случае происходит достаточно сильный конфликт, и тогда это идет вам не во благо, а на разрушение, а этого не должно быть. Поэтому, друзья, мы надеемся, что эта информация для вас была ценна и важна. Обязательно подписывайтесь на наш канал, на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы знаете, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 прямоугольника, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами в следующем видео.